Всем привет! Обзор сегодня про 618 модель. Совсем скоро можем увидеть и обзор на данную модель. Чуть позже проверим и качество приема на такой живописной обстановке. Заглянем и в начинку прибора. Так что обо всем поподробнее. Всем приятного просмотра! Радиоприемник идет в такой скромной упаковке. В комплект поставки входит руководство пользователя на 5 популярных языков мира, но, к сожалению, без русского языка, в котором можем познакомиться и всеми функциональными возможностями данного устройства, ну и основные технические параметры тоже. Несмотря на скромную комплектацию, хорошая упаковка для безопасной транспортировки. В комплекте помимо руководства сам приемник и один сетевой провод. И длина такого провода составляет чуть более 1,5 метра. Несмотря на столь крупный размер и относительно невысокую стоимость, хочется отметить очень высокое качество изготовления, в том числе и неплохое качество материала. Все сделано в классическом виде, как во времена Советского Союза, наподобие приемников «Горизонт». Также есть большой отсек для элементов питания стандарта UM1, хотя этот стандарт называется и D-стандарт, и LR. Это уже маркировка щелочных элементов. Есть еще другие модели данного типа размера. Перемещение на частотном диапазоне происходит все плавно, нет никаких случайных рывков и очень точное позиционирование по диапазону частот. Селекторы тоже точно так же четко переключаются. Регулятор громкости тоже все очень плавно, никаких заеданий. Также этот регулятор громкости в режиме радио имеет функцию включения и отключения радиоприемника. Включение и отключение производится с таким характерным щелчком. Несмотря на столь значительные габариты, приемник очень легкий, вес тоже менее 1 килограмма. Хорошая ручка для комфортной переноски, ну и разъем высоковольтного входа питания. Телескоп с виду тоже неплохого качества, но вот длина для такого размера приемника хотелось бы, конечно, хотя бы на половину метра больше. Еще эту ручку можно использовать в качестве опорной ножки. Волкодер бегает все как положено, ну и случайно перекрутить тоже не получится. Кнопки и жидкокристаллический дисплей исключительно только для работы в качестве музыкального проигрывателя, в котором доступны различные слоты расширения памяти, в том числе и для большой и малой SD памяти, ну и в том числе USB накопители, и с краю гнездо для наушников стандарта Mini Jack 3,5 мм. Ну и для фиксации на плоскости снизу расположены вот такие ножки. Ножки пластик идут вместе с цельнолитым корпусом. Питание можно организовать и с помощью одного элемента питания стандарта 18650. И даже такого заряда с емкостью в 3000 мАч хватает на очень приличное время прослушивания, которое измерим далее в ролике. Хорошо организована и циркуляция воздуха, это на случай, чтобы не перегревать трансформатор. Защитная сетка из металла и довольно крупного размера широкополосный динамик. Диффузор, похоже, сделан из бумаги, как на советских телевизорах. И таким образом подключается с одним аккумулятором. И теперь слушаем. На парках Кванториум, домах научной коллаборации, центрах «Точка Рост», центрах цифрового образования IT-Куб и других проектах. Обучение бесплатно. Как видим, хорошая детализация, очень выразительное звучание, хорошая подсветка дисплея без паразитных засветов, в том числе отличные углы обзора практически под прямой угол. Снизу две кнопки позволяют переключаться между треками вперед и назад, то есть переключать следующую или предыдущую композицию. Кнопка Play пауза позволяет воспроизводить, а также переходить в режим паузы.
И с помощью кнопки Repeat можно либо выбирать, что постоянно крутилась одна песня, или же выбрать функцию повторения всех композиций. Теперь слушаем, как играет и музыка. Отлично заточена и работа с USB накопителем. Полезная функция для взрослых, так скажем, очень легкое управление. И приемник сам начинает работу. Теперь послушаем немного и на природе, попробуем и качество приема на разных диапазонах. 579 к облегчению неприятных симптомов. Отвечает за снабжение голубым топливом 3 прибалтийских стран, а также отчасти Финляндии. FM диапазон здесь прием хороший. Мотивы таких действий. Пока ни того, ни другого не просматривается. А если... Что это неестественная причина, и уже даже МИД России официально заявил. Посетителей вручили повестку и указали, что все детали нужно уточнить. Человеку, который продает вам криптовалюту, отдавая взамен свои рубли. На SV диапазоне также очень много всего интересного. Ваши приемники настроены на волне Интеррадио Румыния. Передача на русском языке из Бухареста продолжается. Ночью проверим также амплитудную модуляцию, а теперь заглянем в начинку прибора. Внутри можем видеть маленьких размеров трансформатор, понижающий, приличных габаритов динамик и сопротивление в 6 Ом. Мне кажется, это очень большая нагрузка для усилителя, и если заменить на 16 Ом, возможно, значительно поменяется и ток потребления, и примерный размер такого динамика почти 90 миллиметров. И самое, что в глаза бросается, это неплохого размера ферритовая антенна, хотя для любителей дорабатывать, переделывать, то здесь куча свободного пространства, и длина такой антенны порядка 10 сантиметров. Качество пайки тоже хорошее, есть маркировка компонентной базы. Теперь будем проверять, какое потребление тока у данного приемника. На напряжение в 2 вольта есть небольшие стартовые токи, которые могут привести и к глубокой разрядке аккумулятора. 2,5 вольта приемник уже нормально включается. Есть потребление тока в 31 мА, хотя судя по тому, как тлеет индикатор, напряжения для нормальной работы все равно не хватает, хотя создается такие условия для чрезмерного глубокого разряда аккумулятора. По поводу глубокой разрядки это, конечно, не точно, поскольку блок питания может обеспечивать и более высокий ток на более низком напряжении, поэтому приемник все равно может работать, в отличие от аккумулятора на более низком напряжении.
4,5 вольт. Уже видим, ток потребления увеличивается еще в 2 раза. Для большого приемника 60 или 100 мА это не такой большой ток, поскольку такой же ток недавно в нашем ролике видели и на такой компактный карманный приемник. При высокой громкости ток, конечно, поднимается даже до 300 мА, а при такой неплохой громкости, комфортной для прослушивания и с током 60-70 мА от одного заряда элемента питания 18650, беспрерывно приемник способен проработать 40-50 часов. А на полноценных больших аккумуляторах с внушительной емкостью в 10 тысяч мА приемник уже способен работать до 150-170 часов непрерывной или, так сказать, бесперерывной работы от одного заряда элементов питания. Это, конечно, в идеальных условиях. Еще смотрим ток потребления в качестве музыкального проигрывателя. При работе в качестве музыкального проигрывателя токи потребления чуть увеличиваются, но не так сильно. Теперь проверим средние волны, качество приема. Radio România Actualități. Bună seara, vă invit ca de astăzi nu lipsește însă nici reflexia asupra diversității. Стрелов, тем не менее, настроение людей праздничное. Спросить вас, а кто сказал, что это неправда? Если смотрите на то... Dar știți că traducerile sunt părâte adesea. Pe de altă parte, cât de săraci. Адвокацію, спілкуватися, я буду говорити із... Он не может быстро переломить игру в свою пользу. Он пытается сделать это... Кто им дал такое право, непонятно. Сами себе. Вот почему у них вызывает... Высокооплачиваемой русской актрисой выходила на сцену знаменитого современника. Говорят, что здесь нет русских каналов. Это неправда. Ловится абсолютно все. И русское, и китайское, и Румыния, Польша, немцев, и каких только нет каналов. Все-таки эти волны, хоть и называются средние, но бьют они достаточно далеко. И эфир, как видим, достаточно плотно забито. И на этой волне это все-таки не гражданский диапазон, но, как слышим, приемник ловит много чего интересного. Пожалуйста, ребята, всем на частоту приглашает. Ребята на частоту приглашает в нейтральной черноземной зоне. И этот приемник, мне кажется, очень хорош для вечерних прогулок. В целях поддержки развития канала не помешает лайк, комментарий и не забудьте подписаться. Следующий обзор будет посвящен для этой модели. Спасибо за просмотр и до новой встречи.